Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, последние ноготки мы с вами делали для Ланы, и у Ланы скоро день рождения. Поэтому она меня очень сильно попросила сделать ей колечко к этим ноготкам, чтобы она пофорсила на своем дне рождения красивыми ногтями еще и кольцом. Мы вместе с ней посидели и на бумажечке нарисовали ту форму кольца и тот размер, который ей на пальчик подойдет. То есть мы нарисовали на бумажечке, мы его вырезали, приложили к руке, посмотрели, как это будет выглядеть, и потом положили на палитру, обмотали сверху пищевой пленкой, и теперь начинаем непосредственно заливать все это гелем. Для того, чтобы само кольцо плотнее прилегало к пальчику, основание для кольца я креплю сразу же на первом слое. То есть, чтобы мне не пришлось потом заливать еще слой для того, чтобы вставить основание. Надеюсь, вы меня понимаете, да? То есть, я сразу же ставлю вот эту вот заготовочку железную, полимеризую в первом же слое своего колечка будущего, и дальше оно у меня получается именно сразу возле пальчика, нет никакого там перехода или отступления. Ну а дальше на колечке повторяем тот самый дизайн, который мы ей на ручках уже сделали. Этот дизайн на канале вы видели, если не видели, ссылочку оставлю в описании. Добавляем сначала одни блесточки, потом вторые блесточки, потом третьи блесточки, но здесь я сделала небольшую ошибочку. Почему? Потому что дальше я создавала непосредственно весь объем своего колечка. А колечко мы задумали не плоское, а такое себе конусообразное. И поэтому блестки получились слишком глубоко под гелем, и они так сильно не блестят, как хотелось бы. В идеале нужно было половину объема кольца поднять до дизайна, а вторую половину кольца уже после. Тогда бы все блестящие элементы находились ближе к поверхности, свет лучше бы проникал сквозь маленькую толщину геля, и блестки сияли бы более активно. Но тем не менее, такой вариант тоже получился довольно интересный, единственное, блестки смотрятся слегка задымленными. После того, как мы выложили достаточную высоту геля, ту высоту, которую мы посчитали достаточной, переходим к опилу. Теперь весь этот материал нужно собрать в ту форму, которая нам нужна. Если где-то не хватило материала и остаются ямки, мы их заполняем гелем и запиливаем после полимеризации. После того, как мы все хорошенечко опилили, убрали пыль, переходим непосредственно к росписи. В данном случае по краям колечка спилился черный гель, поэтому я его восстанавливаю по всему периметру. И плюс это добавляет еще и тень в периметре кольца. Потом точно так же, как на ноготках, делаем растяжечку белого цвета и дальше будем рисовать вензелюшки. Вензелюшки, в принципе, такие же, как и на ногтях, единственное, в более крупном варианте.
данном случае для рисования вот таких вот мазковых вензелей я использовала пасту из нашего магазина. Ссылочку я вам на нее оставлю в описании. Безумно люблю этот продукт, потому что его пигментация просто потрясает. Самый тонюсенький слой, в самую растяжечку, растушевочку и промазочку эта паста остается идеально белой или черной или красной, в зависимости от того, каким цветом мы это делаем. Ну а саму прорисовочку выполняем уже гелевой краской по поверхности. Далее будем присыпать это все акриловой пудрой, точно так же, как и на ноготках. Ссылку на краску тоже оставлю в описании. Эти два продукта — это сейчас мои фавориты, я их обожаю, и практически все, что вы видите на канале, рисуется ими. Просто почему я так делаю на это акцент, в последнем видео, которое я опубликовала, очень часто спрашивают меня, чем вы рисуете и где это взять. Девчонки, читайте описание, в нем всегда располагаются ссылки. Вот, собственно говоря, такой результат у нас получился. Мы с Ланой остались довольны. Лане было задано спецзадание пойти на день рождения в платье, потому что платье она не очень любит, не знаю, выполнила или нет, обещала прислать мне фоточку. Если пришлет, смотрите ее в Инстаграме. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Встретимся в новых уроках. Пока!